Приветствую, говорит Макс Вольф. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, eine deutsche Musik und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. В 1936 году произошло много важных событий. Началась гражданская война в Испании. Германия была первой державой, формально признавшей правительство Франко, о чем мир узнал из интервью Геббельса в ноябре того же года. Когда авторитарные государства вмешиваются в конфликты, ими движет исключительно чувство национального бескорыстия, берущее свое начало в их обязательствах по отношению к Европе. У Геббельса появились обширные возможности выказать свои таланты, предостерегая мир о неизбежности коммунистической диктатуры в случае поражения Франко. В Америке после тяжелой избирательной кампании на пост президента был переизбран Франклин Рузвельт. По указанию Министерства пропаганды немецкая пресса заняла нейтральную позицию. Соединенные Штаты являлись дружественным государством, а любого вмешательства во внутренние дела дружественного государства следовало всячески избегать. Однако Рузвельт вновь недвусмысленно дал понять, что остается противником Гитлера. Далее Геббельс вступил в борьбу, которую ему не суждено будет выиграть. Речь идет о борьбе с католической церковью. 30 апреля 1937 года несколько тысяч католических священников были арестованы по подозрению в гомосексуализме. Сразу же последовала волна новых антикатолических статей, в которых утверждалось, что вина подозреваемых уже доказана. Сам Геббельс писал, что и он был воспитан в римско-католической вере. Также у него к тому моменту было 4 детей, и он очень красноречиво описал страдания отца католического семейства, которого охватывает чувство омерзения, когда до него доходят слухи о творимых в католических семинариях непотребствах. Никто из детей Геббельса не будет крещен. Сам Гитлер не то чтобы сильно восхищался церковным учением. Однажды он поделился с Геббельсом своим мнением о том, что под влиянием церковников современному человеку внушена идея страха смерти, от которого были избавлены его прародители. Однако Гитлер был прагматиком. Он стремился избежать ненужных трений внутри Третьего Райха. В феврале 1937 года он дважды созывал совещание в Бергхофе по разбору межконфессиональных противоречий, на которых присутствовали Геббельс, Фрик, Гесс и Гиммлер. В обоих случаях он призывал соратников избегать излишних раздоров в обществе, поскольку ожидал, что в ближайшие годы может вспыхнуть полномасштабная война. Тогда Геббельс благоразумно предложил провести выборы Синода, в стенах которого священнослужители могли бы изводить друг друга бесплодными дискуссиями и захлебываться неограниченной демократией, а партия и государство оставались бы в стороне. Таким образом, в настоящее время доктору Геббельсу пришлось сдерживать себя в противостоянии с церковью. Тем не менее, кампания против христианства стартовала вслед за посланием римского папы, опубликованным 21 марта, в котором утверждалась несовместимость национал-социализма и христианского учения. Первоначально Геббельс убедил Хайдриха не извещать Гитлера об этом происшествии, предложив просто конфисковать тираж католических изданий, распространявших послания папы. Однако в дальнейшем, если верить Геббельсу, сам Гитлер в телефонном разговоре уполномочил Геббельса провести серию показательных процессов против католических священнослужителей. В прокуратуре к тому времени скопилось несколько сотен отложенных в долгих ящик уголовных дел по обвинению представителей клира в сексуальных домогательствах, которым не давали ход. Геббельс посчитал, что католики неверно расценили мягкость и терпение национал-социалистов.
Пусть увидят теперь, что мы можем действовать, и без всякой жалости. Первый же процесс, где в качестве подсудимых выступали монахи-францисканцы, обвиняемые в половых извращениях, указал на причастность к инкриминируемым событиям самого епископа Трирского. «Да это настоящая бомба», – обрадовался Геббельс, празднуя свой реванш. «На всякий случай я велел записать все речи на грампластинке». Сводки особо омерзительных подробностей он периодически представлял Гитлеру, который поклялся, что выкурит из Германии эту шайку педерастов. Геббельс задумал тогда новые меры, призванные подорвать могущество церкви: конфискацию церковных владений, запрет на целибат у священников и воспрепятствование лицам моложе 24 лет изучать богословие. Гитлер, однако, порекомендовал ему не увлекаться. «Государство, – провозгласил доктор Геббельс, – отвечает за снабжение населения хлебом, топливом, средствами к существованию, пушками и аэропланами. Зато церкви всякого рода обязуются всего лишь обеспечить людей вечным блаженством. Не слишком ли много они берут на себя?» Под всеобщий хохот осведомился он у публики. Он объявил, что в июне 1934 года НСДАП показала всему миру пример, и свыше 60 человек из числа членов партии, которые пытались потворствовать этому пороку, гомосексуализму, были уничтожены без всяких раздумий. Мало того, партия честно сообщила народу об этом случае, а вот епископы стали прямыми пособниками этих отвратительных занятий и виновны в их укрывательстве. Геббельс начинал со 150 сотрудниками и 200 людьми из вспомогательного персонала. К началу 1936 года их число выросло до 800 и 1600 соответственно. Через год, по приблизительным подсчетам, в Министерстве пропаганды в сумме уже работало 3000 человек. Министерство продолжало расти. К концу войны Министерство пропаганды владело 22 зданиями и еще 33 арендовало. И во всех кабинетах люди писали, диктовали, стенографировали, печатали, говорили в микрофоны, звонили, посылали телеграммы. Но если брать в расчет исключительно финансовую сторону, то он мог бы желать и большего. В 1935 году его ежемесячный заработок министра составлял 1750 марок, к которым добавлялась еще небольшая сумма на представительские расходы. Потом Гитлер увеличил его жалование на 3000. Но и после этого Геббельс никак не мог достичь суммы 6000 марок, что выглядело совсем смехотворно по сравнению с действительно огромными деньгами, которые беззастенчиво клали себе в карман некоторые другие. В отличие от некоторых своих товарищей по партии, старавшихся не замечать разницы между личными и служебными расходами, сам Геббельс был крайне щепетилен в денежных делах. По единодушному отзыву сотрудников Министерства пропаганды, он не истратил ни гроша на свои личные нужды. Его секретарь, фройлян Инге Хильдебранд, рассказывала: То, как часто менялись люди, было особенно заметно в кругу его ближайших сотрудников. Вряд ли это можно объяснить обычным расхождением во мнениях или спорами по поводу текущих дел. Пожалуй, причина заключалась в том, что от сотрудников требовали полностью отдавать себя работе. Им было нельзя жить личной жизнью. В присутствии Геббельса в воздухе словно повисало что-то тяжелое, становилось неуютно, а если он внезапно поворачивался к вам и смотрел в упор, никто не знал, что делать. Его педантизм был невыносим. Он требовал раскладывать бумаги на его столе по строго определенным правилам. Это стало похоже на доведенный до абсурда ритуал, и мы часто посмеивались над ним. Газеты и документы должны лежать точно в центре стола, папки на краю стекла, покрывавшего стол, и все ровненько, чтобы получалась прямая линия. В частных беседах он, естественно, задавал тон и подавлял собеседника. Его реплики часто отличались остроумием, но больше бывало цинизма. Сотрудники, которых он удостаивал беседы, почтительно слушали, вежливо улыбались, когда улыбка была уместной, и облегченно вздыхали, когда он, наконец, уходил в свой кабинет. Геббельс был несокрушим и полон задора, когда шел в наступление. Теперь, став министром, он олицетворял собой государство. Ему следовало перестать кричать и размахивать руками. В его облике должна была появиться сановитость. Однако он не был создан для подобной жизни. К концу 1937 года были проложены первые 2500 километров шоссейных дорог Райха. Такое достижение побудило Геббельса выступить с речью под названием «Дороги Адольфа Гитлера». Она пользовалась успехом, и ее называли «увертюрой к миру», но былой остроты быть уже не могло. Геббельс любил окружать себя красивыми людьми. Он терпеть не мог невзрачных, бледных секретарш и требовал, чтобы они выглядели холеными и хорошо одетыми.
Говорили, что он также ненавидел тех, кто непрестанно рассуждал о том, что предназначение женщины – кухня и дети. Его чувство оскорблял вид жен большинства гауляйтеров, безвкусно наряженных провинциалок, словно воплощавших собой идеал женственности по НС-канонам. В конце концов, он написал едкую статью, где вдоволь посмеялся над подобными представлениями. Некоторые люди, я имею в виду тех, у которых жизнь уже позади, или которым и жить-то не стоит, денно и ночно читают нам проповеди во имя революции. Однако их мораль не имеет ничего общего с подлинной моралью. Они себя сами возвели в сан судей и с завидной настойчивостью суют свой нос в частную жизнь других. Как бы им хотелось учредить по всей стране комиссии по надзору за целомудрием и смаковать любовные истории Мюллеров и Шульцев. Дай им волю, они мигом превратят национал-социалистическую Германию в нравственную пустыню, где будут царить доносы, грязные сплетни и вымогательства. Вот что о сотрудниках Геббельса вспоминает Вильфред фон Оффен. Принц Шаумбург, как мы внутри СА обращались к князю Штурмфюреру в соответствии с предписаниями Веймарской конституции, в отличие от Гитлера, который по монархическому обычаю продолжал обращаться к Шаумбургу и его супруге как к членам некогда правившего княжеского дома со словами «Ваша светлость», был одним из самых интересных явлений в окружении Геббельса. Принц Фридрих Кристиан, второй сын последнего правившего в крохотном княжестве Шаумбург-Липпе князя Георга, очень рано примкнул к национал-социалистическому движению. Как молодой командир штурмовиков с очевидным талантом оратора, он привлек к себе внимание Гитлера, который очень глубоко в душе всегда уважал монархию. Через Гитлера он осенью 1932 года в Ваймере познакомился с Геббельсом, который как раз тогда делал решающий шаг наверх в иерархии национал-социалистов и обогнал Грегора Штрассера. Они понравились друг другу, какими бы разными ни были их характеры и происхождение. Также их жены испытывали взаимную симпатию. Так принц явился к Геббельсу, едва тот был в марте 1933 года назначен имперским министром народного просвещения и пропаганды и въехал во дворец принца Леопольда на площади Вильгельмсплац в Берлине. Принц пришелся туда как раз кстати. Геббельс именно в тот момент искал себе адъютанта. Никто из его берлинских грубиянов из числа штурмовиков на эту должность не годился. Принц, хорошо разбиравшийся во всех вопросах протокола и в то же время старый боец НСДАП, был для этого самым подходящим человеком. Но здесь было только одно «но». При приходе национал-социалистов к власти никто не предложил Шаумбургу даже самую маленькую должность в государственном аппарате, для наполнения которого надежными национал-социалистами были срочно использованы все имеющиеся в распоряжении старые члены партии. Он также не знал, что он, между тем, по настоянию тогдашнего имперского руководителя организационного отдела партии доктора Роберта Лея, с которым у принца были серьезные личные разногласия из-за вредного для партии поведения, без партийного суда и даже без уведомления об этом самого Шаумбурга, был исключен из НСДАП. Геббельс все же взял его. «Мы хотим вести пропаганду для Германского Райха, не для НСДАП», — сказал он своему новому адъютанту. Я и сам мог услышать подобное, когда незадолго до конца войны выяснилось, что я в начале 1932 года добровольно вышел из СА и из партии. Я при моем откомандировании в министерство правдиво и в соответствии с правилами указал об этом в своей анкете, что тем не менее прошло незамеченным в отделе кадров, где что-то в этом роде очевидно считали невозможным. Между тем Геббельс, который был сначала озадачен, знал меня настолько хорошо, что сказал мне: «Сегодня уже не имеет значения, что кто-то в партии, а кто-то нет, но важно, что он порядочный парень и хороший немец». Он оставил меня у себя, как тогда принца Шаумбурга. К самому близкому окружению принадлежал также третий беспартийный, его управляющий домом Вильгельм Рорсон. Когда Геббельс и его жена уже не могли справиться с 3 домовладениями, которые они вели, и особенно министр, в денежных делах и без того педантичный, даже мелочный, как его отец, стал рвать на себе волосы из-за больших расходов, которые вызывала маленькая армия домработниц, он в поисках помощи обратился к своему адъютанту. Тот порекомендовал ему бывшего дворецкого своего княжеского дома, которого на его тогдашней должности смотрителя замка можно было легко заменить. Смотрителя вызвали к Геббельсу. Он приехал и был принят на работу. Партиец? Нет, никакой проблемы, с этим решим. Но бывший княжеский дворецкий не хотел быть членом партии. Он был штальхельмер, и он, который позже при денацификации был классифицирован как попутчик, отказался тогда от того, чтобы как догнавший вступить в партию. Геббельс также и к этому отнесся с пониманием.
Он взял к себе на службу Рорсона, который на своем строгом черном костюме никогда не носил других знаков, кроме миниатюрной копии обоих железных крестов, полученных им на Первой мировой войне. Рорсон верно служил министру, а Геббельс держал над ним, как и над принцем, свою защитную длань, когда они оба, например, во время чисток после 30 июня 1934 и 20 июля 1944 попали под тяжелый обстрел. Лацкан пиджака без других знаков, кроме военных наград, и для меня едва не стал роковым. Это случилось на совещании гауляйтеров в Позане, ближе к концу войны, когда моральный дух и уверенность в победе упали уже настолько, что многие партийцы либо вообще не носили партийных знаков, либо носили их на обратной стороне лацкана. В ответ на это ношение партийного знака было объявлено обязательным. На службе я преимущественно носил мою военную форму лейтенанта вермахта. Для официальных мероприятий съезда в Позане была рекомендована партийная форма или штатское платье. Я стоял в штатской одежде посреди коричневой толпы, когда один из тех типов в униформе, которые до сих пор очень хорошо смогли на протяжении войны сохранить свой большой пивной живот, спросил меня на самом тягучем саксонском диалекте: «Почему вы не носите партийный знак?» Прежде чем я открыл рот, я уже знал, что это был Мартин Мучман, гауляйтер Саксонии. Я правдиво ответил: «Потому что у меня его нет, гауляйтер, я не член НСДАП». Тут лицо его покраснело, и он прогремел: «Вы, похоже, хотите посмеяться надо мной? Кто вы вообще такой? Я буду жаловаться на вас». Несколько дней позже Геббельс за обедом заговорил об этом. «Мучман – это ужасный тип, но вам все же не следовало подшучивать над ним, как недавно в Позане». «Но я вовсе не хотел смеяться над Мучманом. У меня на самом деле нет партийного знака», – ответил я. «Как это?» «Я вышел из партии в 1932 году». «Когда точно?» – спросил Геббельс с ледяным выражением лица. 1 мая 1932. Тут к нему снова вернулось его старое выражение лица. Забудем об этом. И он произнес уже воспроизведенные выше слова о том, что сейчас самое важное. «Но если бы я вышел из партии после 6 ноября 1932, объяснил он, когда НСДАП на выборах в Рейхстаг потерял 34 мандата, что повлекло за собой массовый выход из партии, тогда между нами было бы все кончено, так как он должен был бы опасаться, что я брошу его на произвол судьбы в критические времена, которые теперь как раз приближались». Эта широта натуры, с которой Геббельс отбрасывал в сторону узкие предписания партийной бюрократии, как в моем случае, и в случае принца и своего дворецкого, человечность, которая при всегда сохранявшейся дистанции характеризовала его личное общение с его самыми близкими сотрудниками, и происходившее из этого доверие, характеризует министра с малоизвестной стороны. Ich sehr liebe, weil bezaubernd ist und nett. Der sagte neulich, dass mich zur Ehefrau gern hätt. Doch weil leider schrecklich arm hätt zu fragen nicht gewagt. Da habe ich als Antwort ihm nur Folgendes gesagt: Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss um zu wohnen, kein Auto, funkelt und schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Геббельс очень любил театр. Он всего лишь несостоявшийся актер, сказала о нем одна известная актриса. Теперь он стал полновластным владыкой драматического театра. Через несколько недель после вступления в должность министра пропаганды он объявил о грядущих важных переменах. Великая дробь барабанов, возвещающая начало новой эры, не должна стихать у портала театра. Она должна быть слышна и в зале, и даже на сцене, громогласно заявил он. Я отвергаю лозунг интернационального искусства. Позже он запретил театральную критику, как не преследующую нужных целей и приносящую только вред. В будущем мы уделим внимание нашим театральным достижениям, имеющим общенациональную ценность. А пока избавим публику от этих пагубных обзоров, возвестил он.
Как уже было упомянуто, взялся Геббельс и за кино. Страсть к кино занимала особое место в его сердце. Каждую картину он лично смотрел перед выходом ее в прокат, давая свои замечания и комментарии. Но вопреки расхожему мнению, Йозеф Геббельс был скептически настроен к откровенным пропагандистским картинам. Так, к примеру, киноленту «Член Гитлер-Югендаквекс» он просто ненавидел, считая лишенной вкуса. Что касается искусства в целом, доктор сделал руководителем отдела изобразительного искусства в своем министерстве Ганса Вайдемана, обладателя золотого партийного знака из Эссена, который полностью разделял взгляды Геббельса на искусство. При его поддержке в 1933 году, как сообщает Хильдегард Бреннер, смогла состояться выставка 30 немецких художников, на которой были представлены также позже отвергнутые и запрещенные художники, как Нольде и Барлах. Пара слов о его кампании против дегенеративного искусства. В июне 1937 года он познакомился с некоторыми образцами такого явления в искусстве, которое он тогда же окрестил художественным большевизмом, и сразу же начал обдумывать планы пародийной выставки. 29 июня Гитлер уполномочил Геббельса провести конфискацию всех работ подобного рода из всех немецких музеев и устроить посвященную им выставку. Геббельс немедленно дал задание искусствоведу из Мюнхена Адольфу Циглеру отобрать и изъять все произведения декадентской живописи и пластики, созданные после 1910 года, находящиеся в собственности Райха, земель и местных органов власти, и организовать на их основе соответствующую экспозицию. Она открылась в Мюнхене в июле 1937 года. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Выставка «Дегенеративное искусство» пользуется грандиозным успехом. Это смертельный удар, записал Геббельс 24-го. Фюрер твердо меня поддерживает, несмотря на происки врагов. На следующий день он позвонил Циглеру и велел провести чистку во всех музеях Германии. Пройдет 3 месяца, и мы окончательно очистимся. Совокупный эффект собранного воедино авангарда и искусства абсурда оказался поистине впечатляющим. Гитлер по этому поводу заявил: «Евреям удалось, в основном благодаря своему преобладанию в печати, заслонить нормальное представление о природе и задачах искусства». За первые несколько дней на выставке побывало около 750 тысяч посетителей. Циглер сообщил Геббельсу, что до прихода к власти национал-социалистов веймарское правительство выкинуло на эту дрянь 6 миллионов марок. В итоге Райх продал реквизированное произведение в художественно менее разборчивые страны, а на вырученную валюту выкупил картины настоящих, старых мастеров. Выставка дегенеративного искусства побывала в 13 городах Германии и Австрии и привлекла к себе в общем итоге 3 миллиона человек, что было колоссальным успехом. Но вопреки всем успехам, Геббельс не ощущал на своем новом посту того удовлетворения, которого он ожидал. Во время его первого выступления по радио правительственный комиссар республики подрезал ему крылья. Теперь то же самое делал фюрер. Полностью согласный с Геббельсом в вопросах искусства Вайдеман был вынужден уйти со своего поста руководителя отдела министерства, отвечающего за вопросы искусства. В 1934 году с назначением Розенберга уполномоченным фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, Геббельс получил в этой области надсмотрщика, который делал его любую работу в этой сфере практически невозможной. Журнал «Kunst im Dritten Reich» «Искусство в Третьем Райхе» издавался не Министерством пропаганды, а ведомством Розенберга. Балтийский пророк расовой борьбы использовал свой так называемый Kampfverlag «Союз борьбы», который после 1933 года был переименован в Национал-социалистическую культурную общину, как инструмент для давления на политику в области культурного строительства Третьего Райха. Теперь эта организация Розенберга начала активную деятельность также в области музыки. Ее шеф знал, что также в этом отношении взгляды Гитлера не полностью совпадают со взглядами его министра пропаганды. Музыкальный конфликт с Розенбергом и его национал-социалистической культурной общиной получил свой самый громкий диссонанс из-за спора о Рихарде Штраусе, самом значительном из живших и творивших в Третьем Райхе немецких композиторов.
Штраус стоит практически на разграничительной линии между опирающейся на ее великую традицию немецкой музыкальной эпохой и так называемой современной музыкой. Так что выдающийся тенор Петер Шрайер в одной западно-германской телевизионной передаче сказал, что для него немецкая музыка закончилась на Рихарде Штраусе. Геббельс смог убедить этого необычного немецкого творца музыки стать президентом Имперской палаты музыки. Это удалось ему, среди прочего, и потому, что самый способный и самый знаменитый в то время немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер уже согласился занять должность заместителя президента палаты. Это был чрезвычайный успех для престижа Третьего Райха. Этот успех еще больше был подчеркнут речью, с которой Рихард Штраус открыл Имперскую палату музыки. Хотя композитор тогда уже приближался к 70-му году своей жизни и всегда был абсолютно аполитичным, его потом за эту речь упрекали все противники национал-социализма до самой смерти и даже после нее. Он в этой речи назвал создание Имперской палаты музыки исполнением мечты музыкантов после долгих потерянных лет. Это первый шаг по направлению к цели связать немецкий народ с его музыкой. Новая Германия всерьез старается найти средства и пути, чтобы дать новый стимул, особенно нашей музыкальной жизни. Штраус закончил свою оперу «Молчаливая женщина», которая была готова к премьере. Он снова создал выдающееся инноваторское произведение. Всемирная премьера была назначена на 29 июня 1935 года в Дрездене и обещала стать необычным событием. Геббельсу удалось получить от Гитлера твердое согласие лично присутствовать на премьере. Это казалось ему лучшей защитой против кампании национал-социалистической культурной общины Розенберга против Штрауса, о подготовке которой он узнал. Ведь у новой оперы как раз с национал-социалистической точки зрения была одна загвоздка, о которой Гитлер, очевидно, ничего не знал, когда он обещал и разрешил обнародовать свое присутствие на премьере. Либретто к опере было написано Штефаном Цвейгом, евреем и уже запрещенным в Райхе писателем. Розенберг начал действовать. Штраус получил в Третьем Райхе значительное положение и почести. Теперь он должен порвать с Цвейгом. Или. И то, и другое одновременно невозможно. Были даже угрозы устроить инциденты на премьере. Гестапо подключилось и обнаружило письмо композитора-либретисту, в котором он практически просил прощения за то, что принял председательство Имперской палаты музыки, чтобы предотвратить худшее. Штефан Цвейг со своей стороны объявил, что он передаст доходы от написанного им либретто оперы еврейским международным учреждениям. Премьера все же состоялась, с большим успехом, без помех и в присутствии Гитлера. Но Геббельс больше не смог сохранять на его посту своего президента палаты музыки, который вовсе и не думал дистанцироваться от Цвейга. Он попросил Штрауса уйти в отставку, что и произошло 30 июля 1935 года. 14 июля 1935 года Völkische Beobachter опубликовал сообщение об отставке президента Имперской палаты музыки по причинам возраста и здоровья. Рихард Штраус пережил Третий Райх. Война уже приближалась к своему ужасному концу, когда ему исполнилось 80 лет, и любящий музыку мир готовил особое чествование маэстро и его творчества. Геббельс на всякий случай сделал Гитлеру запрос, нет ли у него возражений. Ответ был очень точен. Чествование творчества в форме праздничных представлений и так далее не ограничено, насколько это возможно при обусловленных войной обстоятельствах. Мюнхенский оперный театр, например, был полностью разрушен воздушным налетом союзников. Личное чествование точно так же, но без официальных представителей. Вена, Дрезден, Берлин и Мюнхен должны были при тех же предпосылках дать банкет в честь Штрауса и его супруги. С официальными представителями или без них, но величайшему из живых композиторов Германии были возданы почести, насколько это позволяла война. За то, что он не посчитал себя вынужденным эмигрировать из Третьего Райха, так же как и другие первоклассные композиторы, нужно, несомненно, благодарить Геббельса. Незадолго до праздников в честь 80-летия Рихарда Штрауса Геббельс имел обстоятельную повторную встречу с Вильгельмом Фуртвенглером, которого он в последний раз до этого видел 28 февраля 1935 года, после того, как тот 4 декабря 1934 года в ходе инициированной Розенбергом против него кампании отказался от всех своих постов, чтобы в будущем работать только лишь композитором и дирижером, прежде всего в Берлинской филармонии. Геббельс был глубоко поражен встречей с этим деятелем искусства, которым он восхищался и которого глубоко почитал. Он в частности так рассказывал об этом.
Такой художник, как Фуртвенглер, вызывает у меня самое большое восхищение. Это абсолютно цельная личность. Он никогда не был национал-социалистом, и он также никогда не скрывал этого. Он не только не сбежал, как много других так называемых деятелей культуры, а в эти тяжелые недели и месяцы поставил свое искусство на службу берлинским жертвам бомбардировок и рабочим военной промышленности. Фюрер хотел, сначала из благодарности за эту его позицию, а позже также из искренней тревоги о жизни этого незаменимого художника, построить маленький бункер для его личного использования, здесь, в Берлине. Фуртвенглер с благодарностью отказался и попросил лучше построить предназначенный для него бункер в каком-либо рабочем квартале для населения, находящегося под угрозой бомбежек. Вопреки всему, Фуртвенглер не эмигрировал, он остался. Не потому, что у него за границей не было бы возможности работать, а потому, что он хотел оставаться в своей стране и служить ей, какой бы удручающей ни была обстановка. В какие баталии попал здесь Геббельс? Он с той культурной политикой, которую он представлял себе как шеф его революционного министерства, просто не мог тягаться с силами Розенберга, который считал эту область в движении своим владением. Розенберг был балтийским немцем. Еще в 1919 году в Мюнхене, тогдашнем центре антибольшевистской эмиграции, он присоединился к партии Дрекслера. Теперь был его ход. Теперь наводился порядок. В культуркампфе с Розенбергом Геббельс проиграл свою первую решающую битву. К этому он был непривычен. Конечно, за прошедшие 10 лет его борьбы у него были неудачи и поражения, но в этот раз врагом ведь был не политический или мировоззренческий противник, как раньше, а человек из собственного движения, даже видный и знаменитый, который пользовался доверием Гитлера и к тому же, как отчетливо проявилось, оказывал значительное влияние на него. Его министерство, которое Геббельс так долго планировал и которое теперь стало реальностью, вдруг перестало доставлять ему подлинную радость. Завершая разговор об искусстве, нельзя вновь не обратиться к теме кино. Невозможно говорить об отношении Геббельса к кинематографу и не сказать несколько слов о влиянии кино на его личную жизнь. По большому счету, именно Геббельс утверждал списки исполнительниц главных ролей в тех или иных фильмах. При этом нередко он опирался не на талант той или иной актрисы, а на ее внешность и ее сговорчивость. Чего греха таить, пока Геббельс был покровителем немецкого кино, в нем снимались самые красивые женщины Европы. Как ни странно, появлявшийся на экранах женский образ мало соответствовал образу, введенному национал-социалистической пропагандой. Вместо голубоглазых блондинок на экране мелькали девушки, которые скорее походили на представительниц так называемой славянской расы. Его увлечение красотками из мира киноактрис не составляло тайны. Он приглашал их к себе раз-другой в неделю на вечера в Шваненверде. Они пили с ним чай в его кабинете в Министерстве пропаганды, а потом он просил то одну, то другую оказать честь и приехать на свидание в его усадьбу в Ланке. Что касается женщин, то он был ненасытен, а дамы, удостоенные его благосклонности, с удовольствием принимали приглашение навестить его в Ланке. Женщин всегда тянуло к Геббельсу, теперь же он был более привлекателен, чем когда-либо. Он выглядел холеным, он был полон очарования, он мог быть весьма занимательным, если хотел этого. В присутствии женщин он напускал на себя несколько отрешенный вид, поглядывал на них свысока и саркастически улыбался. Складывалось впечатление, словно он не воспринимает женщин всерьез, словно он берет женщин только потому, что они придают этому слишком большое значение. Но это впечатление было обманчивым. В действительности, его отношение к женщинам не изменилось со времени ранней юности. Он оставался застенчивым и полным романтических представлений подростком. Он все еще хранил у себя локоны женщин, которых любил. Некоторые близкие друзья Геббельса полагали, что он бросался в крайности и излишества из-за глубокого чувства физической неполноценности. Но как бы то ни было, легкие победы не принесли ему счастья. Он отдавал себе отчет в том, что большинство молоденьких актрис ложатся к нему в постель ради карьеры. В этом он даже подозревал женщин, которые действительно его любили и которым не нужна была его протекция. Снова и снова он объяснял своим любовницам, что может, но не станет оказывать им покровительство. И все равно Берлин полнился слухами, что та или иная актриса получила роль, потому что переспала с Геббельсом. Бывало и так, что сами актрисы выдавали желаемое за действительное. Достаточно было небрежно обмолвиться или даже намекнуть, как слух распространялся в мгновение ока, хотя зачастую на самом деле между девушкой и Геббельсом ничего не было.
Продюсеры из желания доставить удовольствие всемогущему министру пропаганды тут же предлагали роли честолюбивой актрисе, и ее карьера была обеспечена. Многочисленные интрижки министра пропаганды, становившиеся достоянием берлинского общества, привели бы к краху не один брак. Магда Геббельс была не из той породы женщин, которые смотрят на похождения мужа сквозь пальцы, и последствия могли обернуться катастрофой. Первые годы их семейной жизни протекли относительно ровно и мирно. Геббельс вел себя как преданный супруг. Он был внимателен и заботлив, и даже в самые напряженные дни политической борьбы находил для нее время. И вдруг, 2 года спустя после замужества, ей стало известно, что он ей изменяет. Оскорбленная в лучших чувствах, она затеяла с ним ссору. Он не сдержался. Его вывело из себя то, что она осмелилась упрекать его в измене. Он тут же напомнил ей, что никогда не клялся ей в верности. Магда едва могла поверить своим ушам. Она потребовала от него немедленно порвать с любовницей, некой графиней. Геббельс подчинился, но не смог скрыть разочарование. Он надеялся на то, что рядом с ним будет зрелый и понимающий спутник, а обнаружил простую ревнивую женщину. Это был первый удар. Семейную ссору быстро загладили, и стороннему наблюдателю Геббельсы казались вполне благополучной супружеской парой. Und das freut einen, dass so viele mit dem goldenen Parteiabzeichen dabei sind. Und die Landarbeiter, ja. Wie viele Kinder haben Sie? 12. Da muss ich mich ja genieren. Wie viele Kinder haben Sie? 3. Also hier, das ist das Beispiel. Da hinten sind einer, der hat 32. Ja, aber nicht mal einer war. Was? Wie viele haben Sie? 3. 3, das ist ja gar Aber ich nichts. bin ja noch. У них было 6 детей. Хельга родилась 1 сентября 1932 года, Хильда – 13 апреля 1934, Хельмут – 21 октября 1935 года, Хольда – 9 февраля 1937 года, Хедда – 5 мая 1938 года и Хайда – 29 октября 1940. Из всех детей Геббельс особенно выделял свою старшую дочь, Хельгу, которая была очень похожа на него. Она была развита не по годам, если не сказать больше. В 11 лет, то есть в 1943 году, она стала интересоваться политикой, расовыми теориями и экономическими вопросами. Когда она была еще совсем малышкой, Геббельс уделял ей много времени, слушал ее пение и рассказы и обходился с ней при этом, как со взрослой. Его привязанность к старшей дочери красной нитью проходит сквозь весь дневник. Он зачастую брал ее с собой на различные мероприятия, к примеру, на сбор средств для зимней помощи. Хельга также стала и любимицей Гитлера. А вот комментарий Хельги, который привел в восторг и Муссолини. Второй фюрер тоже очень милый. Хильда росла добродушным ребенком и любила животных. Остальные 3 девочки тоже были очень милыми детьми, но никакими талантами не отличались ввиду своего возраста. Они умерли так рано, что больше о них сказать практически нечего. К большому разочарованию Геббельса у него родился только один сын – Хельмут. Это был тихий и не отличавшийся особыми способностями мальчик. Когда родилась его вторая дочь, он так огорчился, что отказался навестить Магду в родильном доме. Он даже не послал ей цветы, передоверив это Гитлеру. В конце концов, фюрер буквально приказал ему поехать к ней. Когда Магда забеременела в 3-й раз, она часто повторяла своим друзьям, что Геббельс наверняка с ней разведется, если она снова родит ему дочь. Тем не менее, когда наконец на свет появился сын, последовало пылкое примирение с ручьями слез. А годом позже опять родилась девочка, и опять, чтобы сохранить их семейные узы, должен был вмешаться Гитлер. Но ни один Геббельс искал расположение фюрера. Магда сама стремилась оказаться в числе тех, к кому он благоволил. Близкие к Геббельсу люди полагали даже, что она состояла в связи с Гитлером, что, разумеется, было лишь домыслами. Во всяком случае, все они сходились во мнении, что в присутствии фюрера Магда преображалась. С нее слетала светская непринужденность. Она как бы внутренне напрягалась, и в ней появлялась очаровательная застенчивость. Ей хотелось пробудить в нем интерес, хотелось сделать ему что-нибудь приятное. Как-то раз Геббельс вскользь упомянул о деле одного человека, который позволил себе язвительно высказаться о национал-социализме. Гитлер спокойно ответил, что таких людей надо сажать в тюрьму. Магда, похожая на Мадонну, со струящимися светлыми волосами, широко раскрытыми синими глазами и руками, сложенными как в молитве, бросила небрежно: А я думаю, ему надо отрубить голову. и безмятежно улыбнулась фюреру. На самом деле, если бы судьба антифашистов была в руках Магды Геббельс, им бы вряд ли что грозило.
Но в ту минуту ей показалось, что ее безжалостность понравится Гитлеру. Их брак всегда сильно отличался от обычного представления о тихой и приятной семейной жизни. Хотя Геббельс настойчиво просил ее заниматься детьми, ей все равно волей-неволей приходилось брать на себя многочисленные общественные обязанности. За неделю до родов она присутствовала на светских приемах до 3-4 часов утра, а в первый же день по возвращении из родильного дома она опять была на очередном приеме. Однажды она выпала из мчавшегося полным ходом автомобиля, сломала ключицу, получила сотрясение мозга и потеряла сознание. Но через 3 дня ее уже видели вместе с мужем в театре. Магда старалась удержать Геббельса. Это было похоже на бесконечные скачки на выносливость, но в каждом забеге против нее выступали новые свежие лошади. Приемы длились ночи напролет. В коротких перерывах она заглядывала в детскую, где возилась с детьми, а потом снова возвращалась к гостям. Иногда она уставала, и у нее опускались руки, но стоило Геббельсу обратиться к ней с просьбой, как она собиралась, наряжалась, накладывала на лицо косметику и опять улыбалась. Каким-то образом в этой суматохе она умудрялась выкраивать время для детей, которых растила с терпением и любовью. Она не падала духом и отказывалась передать детей на попечение новым нянькам и гувернанткам. Она редко теряла самообладание, даже когда они болели. Мать и сестра Геббельса иногда гостили у них, но они были совершенно не приспособлены к безумному круговороту в их доме. Мать всю жизнь оставалась все той же, простой, скромной и богобоязненной. Ошеломляющие успехи сына всегда оставались для нее загадкой. Она только покачивала головой и шептала про себя: «Господи, откуда у него все это?» У нее не было особых притязаний, и она неизменно отвечала отказом на частое предложение Йозефа помочь ей материально. Только в последние годы она разрешала ему время от времени оплачивать ее лечение на водах. Адольф Гитлер после знакомства с ней сказал доктору Йозефу Геббельсу: «Ну, прямо как моя». Его сестра обладала весьма недурной наружностью. Тихая и сдержанная по натуре, она помогала по дому. Частым гостем в доме также была мать Магды, фрау Берент, особенно когда нужно было присмотреть за детьми. С зятем она не ладила, и отношения у них были натянутыми. Геббельс платил ей той же монетой. На его взгляд, она слишком много болтала, что верно, то верно. А кроме того, он не мог ей простить, что она когда-то была замужем за евреем. Закрыть данную главу хотелось бы воспоминаниями некоторых людей из окружения Гитлера, наиболее точно характеризующих доктора Йозефа Геббельса в некоторых личностных аспектах. В любой компании он был завзятым насмешником. Гитлер любил повторять, что у него есть троица, которая все время хохочет, стоит им собраться вместе. Говоря так, он имел в виду Хоффмана, Амана и Геббельса. Одному Геббельсу доставало мужества и смекалки прерывать Гитлера в его монологах. Сам же фюрер однажды признался, что доктор Йозеф был единственным человеком, которого он мог бесконечно долго слушать и не уставать. Оба деятеля стоили друг друга. Геббельс однажды в шутку сообщил, будто бы президент Рузвельт прислал ему письмо с приглашением занять пост государственного секретаря США по идеологии. «Нелегкий выбор, мой милый доктор», – спокойно отвечал ему Гитлер. «Дайте мне знать, когда на что-нибудь решитесь». Гитлер любил вспоминать случай, который произошел в связи с каким-то предвыборным митингом в Штеттине, когда Геббельс, вынужденный в последний момент выступить вместо фюрера, обнаружил, что стоимость входного билета была ввиду этого срезана с первоначальных 60 до 25 пфенигов. «Помните же впредь», – подсмеивался он над Геббельсом, – «что вы даже половины моей цены не стоите». Они вдвоем подшучивали и над другими. Однажды Гитлер и Геббельс задумали жестокую шутку над главой радиовещания Ойгеном Ходомовски. Был подготовлен и выпущен в единственном экземпляре подложный номер Фелькиша Белобахта, из которого Ходомовский узнал о том, что он якобы был удостоен премии Гёте. На самом деле ему ничего не присуждали. Затем, чтобы он мог насладиться приветственными криками толпы на Вильгельмплац, его заманили на балконную галерею. Оказавшись там, он обнаружил, что на улице пустынно, как на кладбище. Дамы из гитлеровского окружения просто обожали его. Молоденькие секретарши, стоило поблизости появиться Геббельсу, тут же устремлялись к окнам, чтобы только взглянуть на его глаза и улыбку. Гитлер также отмечал эту его улыбку. Однажды после того, как Геббельс провел у него в Бергхофе целую неделю, Гитлер сказал Штрайхеру: «Всякий человек, так жестоко наказанный судьбой, который сумел не утратить этот зажигательный смех, вряд ли уж так безнадежно плох». Вот так о нем вспоминал Генрих Хоффман, друг и личный фотограф фюрера.
Осенью 1936 года доктор Геббельс с женой отправлялись с официальным визитом в Грецию и любезно пригласили нас с собой. Мы всегда были очень дружны с маленьким доктором. Иногда у нас бывали мелкие разногласия, как в тот раз, когда он пытался дисциплинировать меня и заставить носить нашивку. И в другой раз, когда я рассказал Гитлеру о том, как попробовал себя в качестве кинопродюсера и сценариста, а он настоял на том, чтобы посмотреть фильм, поскольку у меня осталась копия. Таким образом, в рейхсканцелярии состоялся показ. При этом Гитлер, Геббельс и я сидели в первом ряду. Когда парикмахер по фамилии Пинзельвайх, которую я ему придумал, впервые появился на 3/4 экрана, Гитлер повернулся к Геббельсу и оценивающе сказал: «Отличное создание образа». Но фильм продолжался, и вдруг я чуть не упал со стула. «Боже мой», — подумал я, — «как же я мог об этом забыть?» И тут же я услышал резкую отповедь Геббельса. «Не ожидал от вас такого плохого вкуса», — возмущенно прошипел он, поднялся с места и вышел из зала. Прошло почти 20 лет с тех пор, как мы сняли фильм, и у меня совершенно вылетело из головы, что наш парикмахер косолап. Иногда я становился жертвой язвительного языка доктора Геббельса, хотя он легко обижался, но зла не таил и обладал живым чувством юмора. Он был тщеславен, честолюбив и очень чувствителен к своему изъяну, но одновременно он, безусловно, был одним из первейших умов и смельчаков всей НС-иерархии. Сначала Геббельс пытался организовывать в Оберзальцберге предварительный просмотр новых фильмов перед их выпуском на широкий экран. Конечно, в таких случаях кинопродукцию рассматривали особенно критическим взглядом. Ева Браун придиралась к какой-нибудь сцене или роли какого-нибудь актера, Борману или кому-то еще не нравилось что-то другое и так далее. Кончалось все тем, что Гитлер отдавал распоряжение вырезать или переснять тот или иной кусок, совершенно забывая о том, сколько это потребует сил и средств. Геббельс с ума сходил от злости и вскоре вообще прекратил присылать новые фильмы. Как-то раз я сказал ему, что мне до смерти надоело в 100-й раз пересматривать старье, но он возразил: «А мне, друг мой, нисколько не интересно выслушивать, как мои фильмы критикует какая-то дурочка и вертихвостка, Ева Браун, или возвеличенный мясник, Борман». У Геббельса как собеседника был один весьма специфический конек. Он обожал едкими и злобными репликами выставлять кого-то в глупом виде, особенно если гость ему не нравился, и чтобы вы не чувствовали к Геббельсу, нельзя было отрицать, что он обладал остроумием и сарказмом. Всякий раз, когда Геббельс начинал свою пикировку со мной, что случалось нередко, все сидевшие за столом, включая Гитлера, откидывались на спинки стульев, готовясь повеселиться. Вот пример типичный из бесчисленных мелких стычек, которые мы себе позволяли. Это было во время войны. Только что окончился ночной налет британцев на Берлин. Гитлер, который в тот день приехал из своей ставки, спросил: «Бомбардировка как-то помешала ночной жизни в Берлине?» Воцарилось общее молчание. Геббельс уставился на меня долгим ироническим взглядом, что меня задело. «Что это вы так зловеще смотрите на меня, доктор?» – сердито спросил я. «Разве не понятно, мой дорогой друг? Вы здесь единственный специалист по берлинской ночной жизни, который может ответить на вопрос». Все глаза обратились ко мне. Гитлер едва сдерживал смех, а Геббельс принял самодовольный вид. «Интересно, что вы знаете о специалистах, герр-доктор. Каждый ребенок в Берлине знает, что в вашем министерстве специалистов нет». Гитлер закрыл лицо руками и расхохотался. Остальная компания последовала его примеру. Геббельс хотел было ответить, но я его перебил. «Бросьте, герр-доктор, от меня вы ничего не добьетесь». А Гитлер, опасаясь, что наша перепалка выйдет из-под контроля, встал и удалился вместе с Геббельсом на официальное совещание. А вот комментарий Кристи Шрёдер, бывшей секретарши фюрера. Иногда в присутствии Гитлера гости пускались в пространные разговоры или сплетни. Такие пикантные истории не первой свежести он выслушивал с легкой ухмылкой. Часто потрунивали и присутствующие. К примеру, я вспоминаю о разговоре между доктором Геббельсом и доктором Дитрихом. Доктор Дитрих заметил, что наилучшие идеи приходят к нему в ванной, на что доктор Геббельс сказал: «Вам, вероятно, надо чаще мыться, господин доктор Дитрих». Гитлер смеялся так, что на глазах выступили слезы. И, наконец, необычный комментарий Рохуса Миша, военнослужащего из команды сопровождения Гитлера. Когда мы звонили потенциальному сотрапезнику, чтобы сообщить о том, что он приглашен к Гитлеру на обед, обычно соглашались не мешкая, иногда после пары секунд вполне искреннего удивления. Только очень немногие, как Йозеф Геббельс, например, позволяли себе отклонить приглашение. Случалось, что министр пропаганды в последнюю минуту отказывался от приглашения, мотивируя свой отказ внезапно возникшими неотложными делами или чрезмерной загруженностью на работе.
В начале 1938 года внутри Третьего Райха и вокруг него произошло много событий, определенным образом повлиявших на положение, в котором оказался Геббельс. Военный министр генерал Вернер фон Бломберг вынужден был неожиданно уйти в отставку, так как германский офицерский корпус счел его недавнюю женитьбу недостойным мезальянсом. Гитлер воспользовался сумятицей в рядах военных и заодно вынудил покинуть армию несколько недостаточно надежных с его точки зрения военачальников. Незамедлительно начальником Генерального штаба вооруженных сил Германии стал генерал Вильгельм Кайтель. Гитлер готовил аншлюз Австрии. Положение складывалось как никогда благоприятное. Французский кабинет Камила Шотана мог пасть со дня на день. В Советской России на смену одной чистки приходила другая. Благодаря общей политике Италии и Германии в Испании воцарился Франко. Результатом этого стали бергховские договоренности между Гитлером и Шушнигом, деспотичным главой Австрии. Первый обязался не дестабилизировать обстановку в Австрии, а последний – прекратить преследование австрийских национал-социалистов. Как бы мы ни собирались судить о Гитлере, договоренностей в Бергхофе он намеревался придерживаться строго. Стоило двум вождям австрийского национал-социализма, которые 25 февраля явились к нему с визитом в Мюнхен, заикнуться о возможности государственного переворота, он решительно прогнал их и даже запретил возвращаться. Шушник же, в отличие от фюрера, оказался не столь щепетильным. Когда вышедшие из подполья австрийские национал-социалисты провели в Граце и Вене крупные манифестации, канцлер, в нарушение договоренностей, бросил на их усмирение армию. Геббельс велел немецкой печати пока что соблюдать сдержанность. Дневник Геббельса за 1938 год свидетельствует о том, насколько тесно в эти дни и часы Гитлер взаимодействовал со своим министром. Вплоть до 5 часов утра четверга 10 марта у Гитлера происходили дискуссии, в ходе которых фюрер очертил перед Геббельсом и австрийским военачальником Эдмундом фон Глайс-Хорстенау свои самые решительные планы относительно Австрии. Последний, убежденный национал-социалист, был навязан правительству Шушнига по итогам Бергховских соглашений. Он трепетал при одной мысли о возможных осложнениях, связанных с германским вторжением в Австрию. Гитлер же был совершенно уверен в себе. «Он убежден, что час пробил», – записал Геббельс. «Решает подумать до утра. Говорит, что Италия и Великобритания проглотят все молча. Что риск сейчас гораздо меньше, чем когда мы заняли Рейнскую область. Непредсказуемой могла быть только реакция французов». Подремав пару часов, Геббельс был разбужен поступившим сообщением об отставке французского премьер-министра. Это решило все дело. «Все препятствия рушатся на глазах», – победоносно записал он. До назначенного Шушнигом референдума оставалось 2 дня. Геббельс предложил следующий сценарий. 2 национал-социалистических ставленников из числа министров австрийского правительства, Зейс Инкварт и Глайс Хорстенау, должны будут выдвинуть требования, чтобы формулировка поднимаемого вопроса опиралась на текст референдума о Сааре от 1935 года. Шушник, безусловно, его отвергнет. Тогда оба НС-министра в пятницу подадут в отставку. В субботу Люфтваффе отправит в Австрию 6 или 8 сотен своих самолетов, с которых будут разбросаны листовки с призывом, обращенным к австрийским гражданам. Люди откликнутся на призыв, и тогда в воскресенье туда войдем мы. Гитлер решил поторопить события. Части вермахта войдут в Австрию не в воскресенье, а в субботу, и сразу же двинутся к Вене. Он сам будет среди них. Дней через 8, по трезвой оценке Геббельса, Австрия будет нашей. За считанные оставшиеся часы Геббельс проявил себя во всей красе. К 4 утра он уселся за письменный стол и принялся надиктовывать листовки, воззвания и плакатные тексты. Он договорился с Хайдрихом о полицейском кордоне вокруг типографий, чтобы никто не имел возможности покинуть их до той поры, пока немецкие танки не придут в движение. Разок к нему заглянула Магда, чтобы с соскучившимися детьми проведать за пропавшего папашу. В 8 часов утра пятницы Гитлер просмотрел подготовленные листовки. Пока часы неумолимо отсчитывали оставшиеся мгновения, они вместе с Гёрингом и Геббельсом проговаривали последние детали объединения с Австрией. Геббельс выдвинул следующую мысль. Фюрер будет всенародно избран также и федеральным президентом Австрии. Затем он мало-помалу проведет настоящий аншлюз. В субботу 12 марта германские войска во главе с Адольфом Гитлером вошли на территорию Австрии. В ходе операции не было произведено ни единого выстрела. Восторженный прием, оказанный австрийцами оккупантам, поразил даже самого Геббельса.
До 3 часов утра он сидел перед радиоприемником, слушая репортажи о трогательных сценах единения, и слезы струились по его щекам. Марш Хорста Весселя гремел вновь и вновь. Гитлер вместе с австрийским кабинетом незамедлительно рассмотрели вопрос об аншлюсе. Разрозненные протесты англичан и французов тонули в море всенародного торжества, которое охватило австрийцев. Чтобы закрепить результаты своего триумфа, Гитлер назначил на 10 апреля объединенный австро-германский референдум. Геббельс организовал в Вене агентство имперской пропаганды и в преддверии референдума перевез туда 50 тысяч публичных репродукторов для проведения агитационной кампании. Heute zum ersten Mal wählen. Sagen Sie, wie geht denn das? Oh, das ist doch ganz einfach. Haben Sie ein Dokument bei sich? Erkennungskarte oder Heimatschein, Taufschein, Reisepass oder sonst eine amtliche Legitimation? Der Meldezettel allein genügt nicht. Meinen Taufschein habe ich mitgenommen und meinen Heimatschein. Eines von beiden genügt schon. Und dass Sie keinen Fehler machen, werde ich Ihnen drinnen im Stimmlokal alles erklären. Also jetzt passen Sie gut auf. Der Herr, der dort hinter dem Tisch sitzt, das ist der Wahlleiter. Zu dem gehen Sie hin und sagen Ihren Namen und Ihre Adresse und zeigen ihm Ihr Dokument. Josef Berghofer, Hauptstraße 43. Sehen Sie, einer der Beisitzer schaut jetzt nach, ob der Wähler in der Stimmliste enthalten ist. 412. Jetzt bekommt der Wähler einen Stimmzettel und einen Briefumschlag, mit dem er dort in die Stimmzelle geht. In der Stimmzelle macht man dann mit dem Bleistift in den großen Kreis, bei dem ein Ja steht, ein Kreuz, in den großen Kreis, bei dem ein Ja steht, ein Kreuz. Das ist sehr wichtig und legt den Stimmzettel in den Briefumschlag. Auf dem Stimmzettel darf nichts anderes vermerkt werden als nur das Kreuz in dem Ja-Kreis, sonst ist der Stimmzettel ungültig. Den Briefumschlag mit dem Stimmzettel übergibt man dann dem Wahlleiter, der ihn ungeöffnet in die Wahlurne legt. Dankeschön. Ist das alles? Na, eigentlich nicht. Denn nachher, wenn Sie abgestimmt haben, müssen Sie nach Hause gehen und dafür sorgen, dass auch alle Ihre Bekannten rechtzeitig zur Abstimmung kommen. Развернув географические карты, Гитлер обсуждал с Геббельсом и начальником инженерной службы Фрицем Тоттом устройство австрийских автобанов и реконструкцию своего родного Линца. «Поразительно, в его голове уже рождаются новые планы», — сообщает Геббельс. Вскоре к нему начали стекаться первые результаты выборов. Граждане Германии и за рубежом голосовали на борту пассажирских лайнеров, пришвартованных в иностранных портах. Их голоса принесли Гитлеру 99% поддержки. Основное мероприятие должно было пройти 10 апреля. Этот день был назван Геббельсом Днем Великогерманского Райха. Накануне утром он пригласил Гитлера в Венскую ратушу на очередную великолепную инсценировку. Когда в обжигающее холодное небо взлетели 20 тысяч почтовых голубей, повсюду завыли заводские гудки, а над крышами домов пронеслась эскадрилья Люфтваффе, на галерею выступил сам Гитлер. Вся Вена пришла в неистовство. Во второй половине дня они прибыли в Берлин. Наступил день голосования. На вокзале его дожидалась Магда. Завертелись бобины кинокамер, под взором которых дети Геббельсов вручили Гитлеру по цветочному букетику, а их родители прошли в кабину для голосования, устроенную в вокзальном фойе. Итоги голосования выявили такое единодушие избирателей относительно перспектив нового Великогерманского Райха, что оно достигало почти неприличных пропорций. В Австрии за Гитлера свои бюллетени отдали 99,75% от общего числа избирателей. В самой Германии 99,8%, их подвела Саксония. Париж, Лондон и Прага в молчаливом изумлении проглотили это неожиданное проявление демократии. Итак, Германия при помощи одних лишь избирательных бюллетеней сумела сплотить весь народ, отметил Геббельс. Референдум по вопросу об аншлюсе стал вершинным достижением его 5-летней карьеры министра.